А спонсор данного ролика — игровой канал Рэмбон. В свое время он очень много играл в танки, и своим багажом знаний он перешел в Hearts of Iron 4 и уже замутил очень хорошее прохождение за белую Россию, которое я советую вам глянуть и заценить. Ролики у него на канале выходят регулярно, он поддерживает общение с аудиторией, старается прислушиваться к советам и радовать вас новым и интересным контентом. Качество записи и звука на хорошем уровне, так что вам будет приятно смотреть и слушать. Ссылку на канал вы найдете в описании. Переходите, зацените его творчество, и если оно вам зайдет, то подписывайтесь на автора и поддерживайте его канал. А теперь мы возвращаемся к партии за Российскую империю. В первой серии мы выстояли в тяжелой битве, одержали победу и начали возвращать свои национальные территории. В этой серии я продолжу данное дело, а кроме того схлестнусь с японцами и попытаюсь им отомстить за 1905 год. Цели у нас очень интересные и сложные, но я верю в наш успех. И если вам заходит данное прохождение, то поддержите ролик лайком и подпиской, ведь от этого зависит частота выхода роликов. В итоге я решил ударить по центральноазиатскому направлению. Тут более вкусные земли. Уже подготовил войска, цели войны есть, поэтому погнали. Казань, Алаш-Орда, Житысу, Алтай, Бухара, Хива, Закаспийский регион и Кыргызстан. Если я не ошибаюсь, то все страны, да, все страны готовы. Погнали. Великая битва. Во имя Великой Победы. Ну и как всегда немец, 6 дивизий. Давай. Немец прям наш друг на все войны. Он, видимо, не видит, что мы с британцами еще и кшаемся. Надеется нас на свою сторону переманить. Ну, удачи тебе, удачи. Вряд ли, правда, у тебя что-то выйдет. Первой пала Казань. Возвращаем под свой контроль немалый блок территорий. Ну и теперь, я думаю, можно нарисовать единый план атаки. Я еще 24 дивизии разместил, они хоть и не обученные, но свое дело явно знают. Поэтому погнали. Вся наша армада, а это, если что, почти 1 200 000 солдат. Давайте, возвращаем все наши земли. Погнали в бой. 9 ноября 1931 года по всей стране праздник. Мы разобрались с очередными войнами и вернули немалую часть своих земель. Посмотрите, теперь Российская империя почти восстановила свои границы. Остается Камчатская республика, Япония, Украина, Крым, Закавказская федерация. Ну и можно еще с Польшей и с финнами поговорить, но они все в одном альянсе с Германией. В любом случае надо будет воевать с немцами. Ну а против немцев здесь и Франция свой альянс делает, так и Британия с нами в хороших отношениях. Так что в любом раскладе немцам здесь ничего не светит. Ну да, мы с вами за это время развернули военную промышленность. Будем приобщать женщин к труду и все больше восстанавливать свою промышленность. А дальше у нас будет выбор: готовиться к следующим войнам, либо же восстановить гражданскую промышленность. Я выберу на самом деле путь восстановления гражданской промышленности, потому что здесь больше заботы о народе. Национальный банк России здесь, организация государственного управления, сельскохозяйственные инвестиции, общестроительные работы, сельские дороги, да еще и электричество в сельской местности сделаем. То есть будем заботиться о каждом гражданине нашей большой и сильной империи. Хочу проверить одну вещь. Вроде как, если страна гарантирует независимость тебя и другой страны, то ты можешь на другую страну напасть без проблем. Проверим, это так работает или нет. Нападаем на Закавказскую федерацию. И да, британцы не вступаются. Прекрасно. Получим в скором времени прямую границу с Османской империей. Прорвали оборону Федерации, добрались почти до Баку, Тбилиси уже наш, и все. Это капитуляция, поздравьте нас. Победа, выполнили все свои цели на войну. Ну и сейчас я готовлюсь к мирной реинтеграции. Мы получим цель войны против Камчатской республики, Петропавловской клики и Бурятского царства. Если что, Петропавловская клика — это вот здесь вот у нас с вами. Николай Георгиевич Львов. У него очень интересная история. Я на самом деле не знаю, почему он мирно к нам не присоединится. Он все-таки за царя, и мы тут вроде как победили. Он бы вполне себе мог присягнуть нам на верность и все. Но в фокусах это не отражено, нам придется его захватывать. Но мы мирно будем захватывать, получим военную обязанность состояния и стабильность, иначе нам бы пришлось терять стабильность и немножко фабрику уменьшать. Не будем солить землю. Лучше мирную реинтеграцию сделаем. Польша только что подписала свой смертный приговор, она решила выйти из альянса с Францией, они шли на объединение, французы кидали ей гаранты, но в итоге Польша объединилась с Богемией и Румынией свой альянс. Зачем это сделали, вопрос, но у них тут Междуморье, еще им сюда бы Галицию, и да и все равно между морями они не будут располагаться, на севере союзников нет, а это открывает нам руки.
руки на войну с Польшей. На самом деле было бы неплохо, если бы еще их Галиция поддержала, тогда мы сможем вместе пройтись по всем этим землям и немцам вообще ничего не оставить. Ну а да, наша цель основная — это вернуть польские земли, ибо Польша раньше служила российской короне, надо вернуть это время. Ну что ж, давайте, теперь мы будем стремиться к былой славе, можно потом пойти в мастера Запада, вернуть себе Бессарабию, Румынию, положить поляков на пятки и Берлин и летом. Звучит, конечно, очень красиво. Но сначала Бурятское царство, и я не знаю, стоит ли нам сейчас на Камчатскую республику нападать, просто с Японией мы на самом деле можем разобраться. Дивизий у нее немного, но я, наверное, подожду, пока разберемся с Бурятским царством, подведем свои войска, а потом вдарим по Японии. У нас тут готова высадка, между прочим, да и флот маломальски есть. Давайте попытаемся вдарить по Японии. Очень рискованное дело, но объявляем войну. У нас флот готов, но преимущество здесь, к сожалению, всего-навсего 33%. Эх, даже если очень сильно захотеть, нашего флота не хватит, да? Это грустно. Ну ладно, пойдем пока бодаться с Камчатской республикой. Нам есть чем заняться. И, конечно... А нет, смотри, преимущество. 57,8. Хватит? Да, хватило, все. Я думал, не хватит, но нет, отлично. Наши войска поплыли, мы высаживаемся рядом с Киото. Жалко, что там порт занят, хотя... В Канадзаве все свободно, да, отлично. Наш плацдарм есть, давайте в Нагою сразу же. Да и во все соседние территории тоже, чтобы дивизии отсюда не смогли никак прийти и помешать нам. Давай, выбивай их, родименький. Давайте через Киото сдержим как раз эту армию огромную, 5 дивизий. На Мосуку надо забрать, там как раз есть порт. Это идеальный шанс выжить здесь. А то без снабжения долго не протянем. Хотя, кто знает, может быть, мы дойдем сейчас до Токио такими темпами. Нас как-то очень плохо здесь сдерживают. Давай, вынужденную атаку, врубаем. Всеми силами рвемся вперед. Но он прям Киото не отдает. Так, Осака, отлично. Британия ленд-лиз шлет. Давайте, это очень важная битва, нам надо в ней победить. Продолжай бить. Продолжай. Все. Порт взят. Япония наполовину капитулировала. Да мы с вами уже до Токио почти дошли, так что что тут говорить-то? Не так уж и много нам осталось. Давайте теперь активно котлить и бежать к Хиросиме и к другим победным территориям. Ну-ка, давайте в Токио, оно же свободно. Забирайте. О, смотри, какая красота. Все, захватили. Давай эту дивизию в котле изничтожим. Здесь, смотри, меня пытаются придержать. Но, ребятки, у вас ничего не выйдет. Давай, котелок здесь сейчас сделаем хороший. Ай-яй-яй-яй, смотри-ка, успели выйти. Но задерживаем. Так, нас под Токио окружили. Не очень хорошая новость, знаете ли. Но в целом не особо-то и страшно. Просто прописываем атаку до Нагасаки. Здесь из котла мы тоже, думаю, без проблем выйдем с вами сейчас. Да, Токио оставим под своим влиянием. В Сендай давайте пробираться. Ну, можем немножко вдарить еще и в Сахалин для красоты. Но с Камчатской республикой битва достаточно долгая, но мы туда и не рвемся. Давайте пропишем мастера Запада и отправим сюда, наверное, новые дивизии. Сколько у нас тут? Ох, 49 еще. Давай, 24, ну ладно, 23 дивизии сюда отправим. Смотри, какое активное сопротивление нам пытаются оказать. Но шансов уже нет, наши 23 дивизии здесь. Нечего было им отнимать Сахалин, а потом еще и Камчатскую лигу защищать. Если бы они этого не сделали, мы бы с японцами пока и не схлестнулись. А так, у вас шансов уже нет. Александр, давай, твори красоту. Еще чуть-чуть, еще 19%. Давайте до Хоккайдо, может быть, даже дойдем. Наши дивизии уже переправились, все. Сейчас Нагасаки забираем, там дивизии врага нет. Здесь мы уже Аомори почти захватили. Ну-ка, капитуляция? Да, посмотрите-ка, 19-20, все. Япония стала нашей. Камчатская республика тоже. Выбора здесь никакого другого нет, нам придется захватить, но не переживайте, потом мы сможем освободить их вассалами. Ура! 12 мая 1932 года Япония полностью под нашим контролем. Правда, есть проблема, она потеряла весь свой флот, но выбора другого нет. Освобождаем страну. Как видите, Сахалин, Курилы, все это наше. Хотя претензий у нас и национальных земель здесь нет, но все равно мы эти земли под свой контроль забрали. Ну и Япония теперь, по сути, тот же самый император, только под нашим контролем и, к сожалению, без флота. А там было 100 с лишним кораблей. Обидно. И серьезно, Тайвань наш?
Неплохо, Тайвань еще под свой контроль забрали. Да и, кстати, есть парочку плацдармов. Не помешают нам порты для будущих расширений. Сейчас нам надо решить вопрос с Петропавловской кликой. Здесь 2-6 дивизий. Не маленькая армия. Давайте сюда приведем дивизии и попытаемся пробить это место. Хотя, здесь, я как понимаю, укреплений нет. Нет, ну и тогда ладно. Тогда быстро захватим их под свой контроль. И самое важное, посмотрите-ка, Далянь теперь наш. Да, теперь можем и на финляндскую клику пойти, и на Бэйянь. Еще и в Китае свое влияние разместить, но пока повременим. Цели у нас нет, и я хочу посмотреть на Европу, ибо Запад давно не видел нашей мощи. Надо ему ее показать. Начинается последний бой с отголосками нашей некогда раздробленной империи. Ух ты, смотри-ка как. Пытаются нас выбить, но нет. Мы подавим этот мятеж, хотя на самом деле он молодец. Он сохранил здесь островок власти, но не согласился мирно потом вернуться к нам. Поэтому давайте. Все, победа. Мы зачистили все основные земли на востоке. Можно теперь посмотреть на запад. Благо у нас тут как раз таки готова цель положить поляков на пятки. Но сначала хочу вернуть Бессарабию. Интересно, они мне вернут? Если да, то у меня будет здесь такой островок, с которого можно еще будет и на Румынию вдарить. Выглядит не очень, но такое возможно. Может быть, реализуем. Дожидаемся важного момента. Интересно, Румыния согласится отдать нам Бессарабию? Нет, но это вообще неудобно сейчас. Они выбрали неудачно, понятно. Хотя, почему неудачно? Посмотри-ка, да, Галиция вошла в Италиан. Все, мы сейчас все вот эти вот страны сможем подмять под себя. Отлично, красиво. И мы тем самым просто Украину окружим и немцев оградим от расширения. Да, нежданно-негаданно так подлетела битва великая. Немец, давай, я не против. Ну и возьмем, наверное, положить поляков на пятки, а то не хотят поступаться самостоятельно. Ну да, посмотри, всех призвал, Польшу нет. Боится. Хотя Польша в итоге вступилась. Спасибо. Не придется тогда исследовать этот фокус. Пока, наверное, можно взять восстановление УС. Я не вижу смысла на самом деле. Может, сходим на Шаха, на Иран и на Третий Рим? Да, давайте. Выполним все свои возможные амбиции. Куда уж без этого. Ну и я просто активненько залетаю в Польшу, не встречая особого сопротивления. И вообще было бы красиво здесь сейчас сделать котел. У меня как-то маловато дивизий, чтобы пробить. Хотя подожди, может быть удастся, кто знает. А не, меня тут вот эти вот войска зачем-то бьют активно. Подождите, отступайте, давайте пробейте там сначала. Все, молодцы. Немножко ослабили польскую армию, хотя она и так ни на что не способна. Уж против-то нашей раскачанной, уверенной армии, которая победила Японию, вернула все свои земли. А на дворе, между прочим, 13 сентября 1932 года. 2,5 года со старта, а мы уже с вами не просто возвращаем свои земли, а захватываем новые. Хотя все началось с достаточно простой просьбы просто вернуть Бессарабию. Я не знаю, почему Румыния отказала. Поверила, видимо, в силу своего альянса, но это было очень глупо. Хотя немцы прислали им добровольцев. Немцы, а? Не мне, так Румыния, спасибо. Ну все, здесь уже идут бои за Варшаву. Мы хоть и тяжело, конечно, да, но их выигрываем. За неудивительно через реку бить, бодаться. Ух, но Варшава станет нашей. Вопрос, что по великим державам здесь? Ой, только Польша. Тогда это плохо. Тогда нам надо быстренько пробиться все же. И задержать хотя бы Галицию в этой битве. Ну, хотя бы ее задеть и на ее земли зайти. Давай, родименький. Отлично. Все. Можно повременить с дальнейшей атакой, а то сейчас выбьет. Польша почти капитулировала. Давай еще. И нам надо до Плотска и до Лоди добраться. Вопрос, стоит ли мне устроить беготню вот такую вот до, например, Богемии? Наверное, да. Давайте попытаемся. Что у нас тут по снабжению? Можем добавить, наверное, еще дивизию. Ну, точнее, еще армию. Так что давай вот эту вот армию сейчас уберем. И отправим ее активненько прорывать в Румынию. Просто я хочу задеть все основные страны перед тем, как у нас будет мир. Давайте укрепляем юг. Давай, продолжаем биться. Нет, давай в Богемию. В Богемию, еще раз в Богемию. У тебя тут один путь. Очень важный, очень нужный. Нам, конечно, по пути, смотри, прям палки в колеса вставляют. Не дают, нет. Не дадут до Богемии дойти. Я даже не знаю, сможем ли мы дойти до Румынии такими темпами. Но просто сейчас долго задерживать тоже не хочется военную кампанию.
Они за это время все же могут укрепиться. И нам потом доставить немало проблем. Хотя, с другой стороны, мы сейчас идем очень хорошо. Сейчас бы аккуратненько, так знаешь, капитулировать вот это вот дело. Галицию. Что они там по капитуляции? Давайте посмотрим наполовину только. Ух ты ж, вот это я не доглядел. Это сейчас немножко больно. Стоим. Котел сделали. Нельзя его допускать. Давайте-ка выбивать. Германия пошла в экспансию, нам сообщают. То есть не все так гладко, да. Мы же продолжаем давить. Между прочим, мы очень хорошо к Румынии как раз подошли. Но вот здесь дивизии мы теряем, к сожалению. Ладно, в принципе, без Богемия тоже не особо-то страшно. Поэтому продолжаем опять атаковать. Возвращаем свои цели. Не вопрос, они по всем границам? А, нет, смотри, здесь нет румынских дивизий. Ну все тогда. Еще и в Румынию зашли. А вот здесь, эх, потеря будет, смотри-ка. В котле все-таки наши дивизии погибли. Мы почти их спасли, почти, чуть-чуть не дождались, ведь эх. Ну да, мир со всеми, кроме Богемии. Хотя бы так. Все, захватываем все регионы. Готово. Посмотрите, как сильно разросся наш альянс. Хотел сказать я, но это на самом деле не альянс. Румыния. Отлично. Бессарабия наша. Здесь регионы все под нашим контролем. У меня вопрос вот, что нам предлагают Польшу освободить. Но я надеюсь, Польша освободится в границах не национальных территорий. Давайте здесь сделаем сохранку. Я посмотрю на это дело. Польша. Да, она в границах не национальных земель, но есть проблема. Вот это вот тоже польские земли. А, это Галиция. Это только для Украины и Галиции. А Галицию мне не дали, между прочим, как таковую выделить. Я надеюсь, что потом мы как-нибудь вот с этим островком решим. Польша пускай будет вассалом, она под нашим управлением. Притом, смотри, какой здесь классный человек у руля. Ух, да и границы более-менее сможем выровнять, я надеюсь. Но на самом деле как-то нет, выглядит ужасно. Нет, мне, честно говоря, не нравится то, как выглядит Польша сейчас. Может быть, потом в будущем, да, но сейчас Польша выглядит ужасно. Я откачусь на прошлую сохранку. Я откажусь от такого дела, потому что граница просто ужас. Ну как вам серия? Понравилось? Мы вроде как отомстили японцам, захватили все свои территории на Дальнем Востоке, а также продвинулись немного на запад с Польшей и с Румынией. Теперь у нас на пути встала Германская империя и ее союзники. Также можно пободаться с османами. И у меня вопрос, будет ли вам это интересно смотреть. Если да, то тут еще будет событий, думаю, на серию, а может быть даже и на 2. Дальнейшее красть карту я, конечно, не собираюсь, но вот повоевать с немцами, победить их, а также наказать в очередной раз осман, почему бы и нет. Притом страны вроде как грозные, имеют свои альянсы, и битва обещается быть интересной. А на этом все. Если ролик зашел, то с вас лайк и коммент, а с меня продолжение. Всем до скорых встреч.